Представляете, я к вам домой сейчас зайду и скажу, знаете, что-то мне не нравится здесь у вас, вообще не нравится. Вот я ожидал другого. Я вообще думал бы, что мебель надо по-другому переставить. И вот этот кухонный гарнитур, он просто вообще отвратительный. Я считаю, что прям немедленно его нужно выбросить. Мне он не нравится, он меня раздражает. Вы все врете, это все Мосфильм. Не может быть, чтобы так хорошо было в России. Да вам за пропаганду платит там ФСБ. Мне рассказывают, насколько там прекрасно. Мне не нужно рассказывать об этом, скажем так, да. Вы можете рассказать кому-то, кто там не был, кто не знает ту жизнь. Можно рассказать. Кто-то может позавидует. Мне хорошо и все. Мы просто нашу жизнь показываем. Особо без прикрас. Я не думаю, что я ее показываю прям с супер хорошей стороны. Там надо пожить, чтобы ты мог сравнить ту жизнь и российскую, сегодняшнюю, чтобы ты мог понять действительно разницу. Друзья, всем привет! У нас сегодня еще теплее стало немножко. Такой ветерочек. Ветерочек, я вам скажу, восточный. Но стало теплее. Ощущается приближение весны. Вы знаете, сейчас вот управлялся там немножко в сарае. Знаете, какая мысль пришла в голову? Просто вдруг вообще об этом не думал. Ну, вспомнил один комментарий, и вот пришла такая мысль. Знаете, вот есть люди, которые живут, допустим, в Германии, наши переселенцы, ну, соотечественники, так сказать, да? Те, которые уехали когда-то из Казахстана, там, из России. Вот они там живут, в Германии. Ну и как бы есть блогеры из них. Они снимают о том, как здорово в Германии. Как хорошо их жизнь проходит, как все устроено. Бывает, попадаются ролики, где ходят там по, ну, не свалкам, а шпермюль называется. То есть это вот каждый там, я не помню, там один раз в месяц, по-моему, было, или раз в неделю, выносишь мебель ненужную, там, электрооборудование поломанное, выносишь, и проезжает машина и забирает. Даже раз попадался мне канал такой, где проходили наши переселенцы по таким мусоркам, ну и показывали, что там на мусорках можно найти. Ну, я думаю, это бесперспективная тема канала, потому что как бы камеру поставить, руки мерзнут. Ладно, подержу. Потому что, ну, как бы, это ж, ну, я не знаю, в 90-е, может быть, ты кого-то удивил бы этим. Ой, как, сколько чего выкидывают. А сейчас показывать мусорки, ну, ради прикола, как говорится, можно, конечно, посмотреть такое. Интересно, может, что там выбрасывают немцы. И позавидовать еще, да, этому. Ну, это, да. И меня вообще конкретно заинтересовали блогеры, которые, ну, или вообще, вот, о чем хотел сказать, блогеры, которые хвалят Германию, допустим, им нравится все там, и, ну, живут своей жизнью, нравится, ну, и хорошо, что нравится. Вот, человек должен жить там, где ему нравится, где он чувствует свое место. Вот, и я как бы на такие каналы не захожу, потому что мне эта тема неинтересна просто. Вот. И с другой стороны, мне интересны люди, которые ужасно хвалят ту же самую Германию там, и заходят на мой канал, например, и говорят: вы все врете, это все Мосфильм, не может быть, чтобы так хорошо было в России. Да вам за пропаганду платит там ФСБ, и всякую чушь пишут. Вот. Но мне интересно, ну вот, если бы я жил в полной идиллии такой, да, и у меня было бы все здорово, мне бы все нравилось, я прекрасно интегрировался, я знаю абсолютно на все 100% немецкий язык. Зачем мне ходить на русские каналы тогда? Значит, какая-то ностальгия есть, или есть неудовлетворенность, или есть поиск чего-то, чего у меня нет, или это, не знаю, желание самоутвердиться, может быть, за другой счет, за чужой счет. Я не знаю, мне вообще просто непонятно, да, почему люди, конкретно я сейчас про Германию. Мне, например, пару раз попадались ролики наши соотечественники, живущие в Америке. Я смотрел ради интереса, потому что я эту жизнь не знаю, я там не жил в Америке. Я про нее могу сказать только со слов тех людей, которые к нам приезжали, может быть, там рассказывали, Сергей приезжал. Сергей, если меня смотришь, привет. Вот. Я снимал ролик, помните? Вот, ну,
не могу ничего сказать про Америку. Но про Германию могу сказать, как говорится, с высоты прожитых там лет. Прожили мы там 17 лет. Ну, в принципе, я думаю, что я что-то знаю об этой стране. Поэтому как бы мне рассказывать, насколько там прекрасно, мне не нужно рассказывать об этом, скажем так, да. Вы можете рассказать кому-то, кто там не был, кто не знает ту жизнь. Можно рассказать. Кто-то, может, позавидует, кто-то, может быть... Кому-то, может быть, действительно, знаете, будет хорошо. Кто-то приедет, и он искал именно вот такой жизни. И мне просто непонятно. Вот просто зачем я буду сейчас заходить на каналы блогеров русскоязычных, они на русском языке рассказывают, которые говорят, как в Германии здорово. Ну, здорово и здорово. Я не захожу, если... Ну, как бы это вообще не моя тема, да, меня не интересует. А зачем заходить на мой канал, который говорит жить в России? Люди уехали из Германии уже много лет назад. Даст Бог, вот в марте уже будет 14 лет, как мы уехали, ребят. Вот, представляете? Ну, вот зайти сюда и что-то доказывать, что-то пытаться доказать. Пытаться мне, например, доказать, что мы плохо живем и что мы всех обманываем. Зачем? Зачем мне обманывать всех? Зачем мне на кого-то еще и работать там, да, чтобы что-то рассказать? Вообще, вы просто вообще на какой-то другой планете обитаете, наверное, потому что когда тебе хорошо, ты просто этим делишься, тебе не надо за это платить, чтобы ты рассказывал, мне хорошо, да. Тебя как зовут? Как тебя зовут? Петя. Кем хочешь быть? Космонавтом. Тебя как зовут? Оля. Кем хочешь быть? Космонавтом. Да, анекдот старый советский, помните? Вот, понимаете, оно не нужно вот это вот какое-то. Мне хорошо и все, мы просто нашу жизнь показываем, особо без прикрас. Я не думаю, что я ее показываю прям с супер хорошей стороны. Но находятся такие деятели, которые заходят реально на мой канал. И даже вчера мне там один угрожал, пишет, говорит, у тебя проблемы будут. Как же он написал? Твой телеграм-канал стал пропагандистским. Что-то, как же написал? А, ты об этом еще пожалеешь. Вот так. Ну, понимаете, вот я просто я не могу вместить это, я не могу понять. Я все хочу всегда понимать, все хочу на свете знать, понимать и так далее, да? Песню, помните, веселые ребята пели. Мне хочется просто понять этих людей, их мотивацию. Зачем заходить на канал ненавистных тебе блогеров, которые что-то рассказывают, как им хорошо в России, и выставлять там негативные лайки, и какие-то вот в Телеграме у нас там выставляют смайлики такие, которым все до отвращения противно. Я не понимаю. Но мне было бы настолько тяжко так жить, ребята, или им уже тяжко жить, что они просто как бы своей жизнью уже подтверждают это, вот своими поступками они подтверждают, что им уже тяжко, и поэтому они там смайлики ставят, кто-то там кого-то стошнило, кто-то там таблетки, пилюли принимает, им плохо, реально видно, что плохо, и, видимо, поэтому они так и это, смайлики такие ставят. Ну, раз тебе это противно, раз тебе это неприятно, зачем ты смотришь этот канал? Мне просто понять хочется. Я не возмущаюсь. Мне просто реально хочется понять таких людей. Ну, зачем такие люди себя... Вот скажите, вы же наверняка сейчас смотрите, да? Зачем вам это надо? Напишите в комментариях, зачем, ради чего? Ради чего вы смотрите, чтобы вам в очередной раз плохо стало, вас стошнило в очередной раз, чтобы вы опять приняли таблетки себе. Зачем вы тратите свою жизнь на то, что вам неинтересно, неприятно? Да не смотрите и все. Смотрите любимых блогеров, которые будут хвалить то место, где вы живете. Земля наша вся прекрасна. Разные страны с разными как бы устоями, да, в разных странах. Есть, кстати, и российские блогеры. Я смотрю видео, иногда мне попадаются ролики. Сидишь в свободное время, смотришь. Там просто они уехали куда-нибудь там в азиатскую страну и показывают, как там шикарно жить. Я же понимаю, что за кадром там жизнь настоящая. А здесь просто как бы, ну,
Там это действительно чувствуется как-то, ну, экзотика какая-то, может быть, просто чтобы, ну я, знаете, скорее для чего смотрю? Я смотрю для того, чтобы просто вот научиться делать классные видео, потому что видео, какие-то переходы, какие-то моменты съемок, да, это здорово на самом деле, это есть чему поучиться, и мне всегда хочется чему-то научиться. Жизнь, чтобы проходила в каких-то, ну, чего-то, какого-то опыта набраться доброго, хорошего. А так люди заходят, мне просто вот, я не понимаю, они сами себе жизнь отравляют, и они отравляют ее окружающим. Заходят просто, допустим, на канал и начинают высказывать свое недовольство. Вот, вы хвалите, что у вас называется жить в России. Это, кстати, вот касается нашего второго телеграм-канала. Может быть, не все знают про него. Он называется «Жить в России 2». Пока такое название, я думаю, может быть, так оно и останется. «Жить в России 2» — этот телеграм-канал, он посвящен, в принципе, вот, ну, тому, что в России у нас, какие у нас изменения, какие-то законы интересные, в планах развития. Мы часто, все это познается, опять же, в сравнении, да, мы показываем то, что делается, скажем, в других странах, вот в этом же направлении, допустим, в другой стране, чтобы наши россияне понимали, что где живут, потому что часто действительно думают, что вот плохо, что нам вот сейчас, ну, может быть, недовольны, знаете, вот обстановка, еще чем-то, и думают, что если бы нам сейчас дали бы вот жить как на Западе, мы бы жили бы счастливо и классно, и лучше бы, чем сейчас. И люди реально не понимают, вообще просто не понимают. Там надо пожить, чтобы ты мог сравнить ту жизнь и российскую, сегодняшнюю, чтобы ты мог понять действительно разницу. Потому что все познается в сравнении абсолютно. Ты просто можешь сравнить. Поэтому на втором телеграм-канале я также показываю эти моменты. Допустим, если на Западе, где-то вот, ну, в Германии, вот, например, да, какие-то законы, как делается, как выборы проходили, да, вот какие-то моменты. Ну, канал не политический, там редко такие новости. А так чисто вот в простой жизни. Простые люди даже присылают из Германии ролики, я их выставляю, если считаю нужным. Вот. И этот канал, он тоже стал таким объектом некоторых нападок. Люди заходили туда и говорили: зачем вы говорите про другие страны, говорите про Россию. Ну, во-первых, я там отвечал уже тоже человеку, говорю: ну, представляете, я к вам домой сейчас зайду и скажу: знаете, что-то мне не нравится здесь у вас, вообще не нравится. Вот я ожидал другого. Я вообще думал бы, что мебель надо по-другому переставить. Вот этот кухонный гарнитур, он просто вообще отвратительный. Я считаю, что прям немедленно его нужно выбросить. Мне он не нравится, он меня раздражает. И говорю: как бы вы себя повели, как бы вы отреагировали, если бы я у вас в гостях, у вас дома такое сказал бы. Ну, примерно так же к тебе заходит на канал. Да, не нравится, тебе отпишись, но не смотри, не читай. Нет, зайдут, начинают, извините меня, портить воздух. Я просто не понимаю. Но жизнь, она такая прекрасная. Она одна. Вы не думайте, что вы еще раз будете реинкарнироваться и еще жить потом. Она одна жизнь, она закончится и все. Ты ее прожил. Ну, проживи ты ее в позитиве, в радости, в каких-то достижениях. Учись чему-то. Не надо постоянно вонять. Не надо постоянно портить воздух, портить жизнь окружающим тебя людям, распространять от себя какое-то зловоние, негатив, злобу. Это же настолько, да не знаю, ну жалко времени. Вы подумайте о том, что время вашей жизни уходит. Вот вы сидите, да, может быть, и не знаете, я смотрю, некоторые вообще не живут в России и критикуют Россию. Ну ты же там тут даже не жил никогда. Если я жил в Германии, я могу про нее что-то сказать, какие-то, ну, свои комментарии, что там было и что есть, и как мы приехали, какие интересные моменты были. Вот, но если я не жил бы, скажем, и вот я, как я сказал, да, я, например, в Америке не жил, я не могу вам ничего сказать, ничего сказать. Вот лично от себя не могу сказать, что там очень хорошо или плохо, или что. Я смотрю новости, конечно, я смотрю каких-то, бывает, блогеров, да, но все, это все. То есть я на их, основываясь на их видео, я не могу сказать, что там именно так, как они говорят. Вот приезжает к нам, допустим, вот Сергей приезжал, он рассказывал, какая жизнь там.
какие они простые американцы, какая там политика, какое там питание. Я примерно, картина у меня сложилась, да. Вот, а так, ну, в целом я не могу ничего решать про страны, в которых я не жил. Вот, а эти вот залазят там, они сами никогда не жили, не может быть. Но приедь, посмотри, что может быть оно или не может быть. Если кому-то хорошо в нашей стране, на нашей прекраснейшей территории, у нас столько гектаров, я даже не знаю, кстати, надо посмотреть, сколько гектаров у нас земли вообще вот на нашей территории. Просто, знаете, вот действительно проехаться на Камчатку, вот проедьте на Дальний Восток от Москвы до Дальнего Востока на поезде. Только тогда, наверное, можно понять масштаб нашей страны. Одно это вдохновляет. Дух захватывает одной мысли, что, помните, как сказал Пуговкин, прораб. Вот, поэтому, ребята, ну, позитива намного больше доброты, прекрасного, замечательного, радостного. Я жду весну, я жду, когда я наконец... Катя там себе все садит, любимое дело. Перчики тоже кто-то писал там 100 лет назад уже. Да вот теперь там этот огород, они себе взяли там, типа, залезли в кабалу в такую, и теперь придется им возиться в огороде, теперь придется им там выживать как-то. А если бы нормально жили, этот огород он им не нужен был бы там. Или там, что, курей мы держим, или мясо, птицу на мясо. Да просто вы настолько далеки, вы, наверное, не с нашей планеты. Вот. Я думаю, что вам просто не понять. Просто не понять. Это все делается в удовольствие. Катя дождаться не может, когда она начнет высаживать свои перчики. Она так радуется, когда они подрастают. Она заботится о них, как о своих детках. Там, да? Она их там поливает, ищет, читает, слушает советы, чем полить, чем удобрить. Это все так интересно. Вы нам подсказываете. Кто в этом деле разбирается, да, с птицами нам советуют, рассказывают, подсказывают что-то. Это здорово. Для нас это очень приятно, друзья, спасибо. И это делается в удовольствие. Это не делается потому, что нам есть нечего. Если бы, друзья, нечего было бы есть, у нас не было бы 6 морозилок полных. Всего заготовленного, да, вот мы все заготавливаем. Это все лежит, это твой магазин, тебе не надо что-то, не дай бог там, да, и ты раз, все, ты остался без ничего. Как это пело, золотые сундуки. А у нас не золотые, у нас сундуки с продуктами, которые просто вот с огорода замораживали, да, и мясо, и овощи, и фрукты, и ягоды, и птицу. Все можно замораживать. Можно даже яйца куриные замораживать, только не целиком, а разбалтываете их и по контейнерам разливаете, такие так дозированно, чтобы потом раз, если яиц нету, например, но у нас, слава богу, курочки несутся вот всю зиму. Я наблюдал за этим делом. Но сейчас вот 24 штуки. Это сейчас с утра вот еще к вечеру донесутся. Я хочу увеличить это дело. Больше курочек, хочу больше продавать. Мне нравится это. Я это дело в удовольствие. И, видимо, людям, которые сидят на заднем месте и никогда ничего не пробовали, им этого, наверное, как раз и не понять. То есть я думаю, что, наверное, это категория людей такая, которые в жизни, наверное, ничего не пробовали. Я не скажу, что не добились. Они даже и не пробовали добиваться. Просто упустили шанс и считают высшим благом сидеть на социале в Германии, да, получать 400 марок, этих евро, и просто думать, что ты поймал птицу удачи за хвост. Это так круто, можно не работать, сидеть, но мы же знаем эту жизнь, не дай бог так жить. Ну, это лучше, конечно, так, чем, скажем, какая-то, да, война или еще что-то, но есть лучшее. Есть лучшее. Если, знаете, есть фраза такая в Библии: они стремились к лучшему. О героях веры написано, да. Вот. Они стремились к лучшему. Надо к лучшему стремиться в своей жизни. Есть какие-то моменты, которые хотелось бы достигнуть. Есть какие-то цели. Может быть, когда-то ты их не достиг. Попробуй, достигнешь. Я вот, например, никогда не делал эту беседку. Не делал никогда. Сейчас зимой, пока времени больше, я смотрю, как беседку делать. Я вам сейчас покажу. Я вот хочу беседку сделать. Беседку не просто. Хочу там, чтобы была
печка с мангалом, чтобы можно было там что-нибудь загрилить. Вот, я хочу вот где-то вот здесь, на этом месте делать. Вот здесь вот. Сейчас я вам дальше покажу, как оно будет здесь выглядеть. Я пока не знаю. Вот эти два дерева у меня под вопросом. Я вам буду все рассказывать. Друзья, подписывайтесь. Канал будет, обещает быть интересным. Но я думаю, вот эти 160 тысяч подписчиков сидят на нашем канале. Ну, раз не отписываются, значит интересно. Я очень рад, кстати. Спасибо вам. Если не подписались, понравилось, не забудьте. Вот прямо сейчас на паузу нажмите. Нажмите подписаться. Нажмите, вот если не сложно, вот этот вот знак, значок. Напишите комментарий. Это огромная поддержка просто. Вот. И ничего не стоит. Так, вот здесь беседку хочу. Вот здесь беседочку такую красивую. С панорамными окнами туда. Красота, да? Вот. Здесь вот этот маленький парничок. Его в будущем, я думаю, убрать. И вот эти два дерева. Там вот груша засохла. И вот эта яблоня. Ну, мы толком с нее ничего не это. Вот. Я думаю, здесь поставить хорошую тепличку. Такую тепличку. Хотя все растет. У нас климат классный. У нас растет все как на дрожжах. Да, Саня? Даже у нас кошечки такие красивые растут. Такие, да, мохнатые? Саня, посмотри. Передай мурмяу всем. Ну, передай. Скажи что-нибудь. Не хочешь? Не хочешь, она. Скажи, отстань. Вот. Значит, беседка. Этот самый, как она называется, теплица. И вот там, я уже говорил вам, я хочу сделать кладовку. И в кладовку перенести все, что у меня в этой части сарая. Просто перенести туда. То есть, ну, это как бы часть сарая, да, отделенная под кладовку в данный момент. Но я хочу вот это все дело занять под теплицу. Под теплицу. Я уже заболтался. Занять ее под птичник. А все, что там, перенести сюда, где вот на этом месте будет, надеюсь, нормальная кладовка внешняя. Вот, то есть планов много, желаний много. Посмотрим, насколько, как, что там по времени хватит, на что сил. Вот, в том году, вы знаете, да, кто смотрит, вот этот вот навесик я сделал, все туда убрал, уже хоть все спрятано. Там баньку я сделал. Вот. Обычная такая, нам нравится сельская жизнь. Городская, не, я сам человек городской, я в городе родился, жил в городе, в поселках городского типа. Ну, скучновато. Хотя в СССР было не так скучно. Правильно, вон они вышли. Некоторый контингент самых смелых вышли. Ну так поглядывают, где-то что-то уже оттаивает. Они на разведку вышли. Все, друзья, я не буду затягивать. То есть я просто вот сейчас у них там маленько работал. И просто подумал об этом. Думаю, ну, елки-палки, неужели вам не жалко жизни своей? Чего вы ходите и постоянно вот портите воздух? Зачем вам это надо? Ну хорошо тебе, ну хорошо. Ну я рад за тебя, что хорошо. Вот, а если плохо, ну напиши, что плохо, не надо обманывать. То есть я, например, знаю, просто не могу понять. Напишите, кто что думает. И вы, товарищи, если смелые, напишите, почему вы лазите по российским каналам и пишите, как вам хорошо на Западе. Напишите, пожалуйста. Ну все, я пойду. Меня уже там Катя потеряла. Смотрю, смс-ки приходят. Я на телефон пишу, не на камеру, поэтому будет зеркалить. Вот, всегда, когда пишешь, это, короче, правый глаз будет левым, а левый будет правым. Но вы это не заметите. Все, хорошо. Всем хорошего дня. Подписывайтесь на наши два телеграм-канала. Первый — «Жить в России». Ну, ссылки будут под видео. Первый канал — это просто канал про нашу жизнь, просто такая повседневная жизнь, рутина. Где-то кто-то куда-то съездим, какие-то новости, какие-то гости. Мы куда-то поедем по делам, кто-то к нам приедет. То есть вы знаете, кто подписан, да? Вот. А второй канал, он именно о том, как хорошо в стране советской жить. Жить в России 2. Подписывайтесь, друзья. Всех ждем. Всем хорошего настроения, дня, бодрости духа. Пока-пока.
поставьте лайк. Спасибо вам за все.